Первая часть Мадагаскара — это один из лучших примеров локализации кинопроизведения на русский. Это тот самый пример, когда оригинал хуже. И со второй частью дела обстоят вообще-то очень похожим образом. Удивительно, но как-то так получилось, что и во второй раз наш русский дубляж выглядит куда увереннее, чем американская версия. Хотя готов признать, что в этот раз актеры озвучки оригинала постарались сделать мультфильм немного более сносным. О чем мы, конечно, поговорим. Итак, без лишних слов, поехали. Во время драки с бабушкой Алексу добавляют какие-то отрывочные слова. Мелману во время падения самолета. И так далее. Особого смысла в этом я не вижу, но и проблем тоже, поэтому идем дальше. Есть одна интересная вещь, которая целиком и полностью завязана на оригинальных саундтреках. Например, в начальной песне The Traveling Song Уильям Адамс поет такую строчку, которая переводится как «Я рыба из воды, лев из джунглей». И ровно в этот момент показывают льва Алекса, который и словил рыбу. Потом идет такая строчка. И как раз в этот момент показывают Алекса, который выходит к людям. То есть буквально происходит то, о чем поется в песне. Для русского зрителя этот момент остался незамеченным. Именно поэтому я вам сейчас о нем и говорю. Одной вещью, которую я замечал на протяжении второй части, и которая, скорее всего, была и в первой, стал фирменный рык Алекса. В нашей версии решили не изменять его. И да, это было бы сложно сделать. Дело в том, что когда Алекс рычит, он, вместо того, чтобы делать это по-настоящему, как лев, просто произносит само слово roar, которое переводится как рык или рев. То есть, Алекс таким образом лишний раз подчеркивает, что он якобы не настоящий лев. И этот рык еще раз показывают нам чуть позже, когда король Нью-Йорка выходит к Прайду. Это очень смахивает на то, как люди пародируют, скажем, собак. Они говорят слово «гав», но при этом сами не лают. Вот и Алекс делает похожим образом. Имитирует льва. Также я только во второй части заметил, что у этой бабульки, которую, кстати, зовут Нана, есть явный Irish accent. Это такой еврейский, восточноевропейский акцент. He was a very bad kitty. И это очень занятная вещь относительно оригинала, ведь на русском такое обычно никак не обыгрывают, да и это сделать сложновато. Поэтому я всем рекомендую смотреть в оригинале. Забавно, но этот акцент есть у определенной доли украинцев, и для меня это стало интересным фактом, так как я сам из Украины, и возможно, эта бабулька тоже. Еще будучи на Мадагаскаре, король Джулиан показывает всем свою ящерицу Стиви, которую он оставляет за главного. Чуть позже Джулиан озвучивает то, что ему, мол, сказал Стиви. Стиви сказал... И как на русском, так и на английском это не озвучено. Но в самих субтитрах есть перевод этой фразы, что очень странно, но все же. Стиви говорит «let them eat the cake», то есть они могут съесть торт. И теперь становятся понятными овации лемуров после этой фразы. Когда на Морта нападает секьюрити, в оригинале охранники просто издают звериные звуки. Но на русском этих же охранников озвучили. И теперь они кричат фразы по типу «держи его» или «куда это ты?». В самолете, когда Мелман заходит в бизнес-класс к Джулиану и Марису, король лемуров выбрасывает такую фразу. Это салон первого класса. Ничего личного, просто мы персоны более важные. This is first class. It's nothing personal. It's just that we're better than you. В обоих версиях, конечно, присутствует дискриминация, но на русском она более смягченная. Ведь Джулиан просто заявляет о том, что он персона важнее, потому что является королем, очевидно. А на английском просто говорит, что он лучше всех остальных пассажиров. И это вообще-то очень забавно звучит в оригинале, я тут даже посмеялся. После крушения самолета происходит диалог Алекса со шкипером. Первый спрашивает у второго, сколько потребуется времени для ремонта самолета, на что шкипер отвечает. Тут идет такая игра звуков, ведь шкипер быстро произносит эту фразу, из-за чего частица to начинает звучать как t. Это похоже на 69, 69 месяцев, хотя он имеет в виду 6 to 9, 6-9 месяцев.
На русский это таким образом не перевести, но кое-как переводчики справились, хотя, конечно, прикол упущен. Мы доведем его до ума через 6-9 месяцев. Я вот его вообще не понимал до просмотра мульта на английском. Чуть позже, после драки с бабушкой, происходит такой момент. Я уже здесь бывал. Видел по телеку. It's like roots! На английском Марти говорит слово roots. Roots — это небольшая серия фильмов про африканцев, которые переселились в Америку. Я не особо слышал про этот фильм, но для американцев это, видимо, знакомое кино. На русском бы это не имело такого смысла, поэтому диалог обыграли через телек. Далее происходит занимательный диалог Алекса с Макунгой. В наших кругах за это посылают куда подальше. Where I come from, we say break a leg. Эта фраза на английском работает сразу на нескольких уровнях. Дело в том, что break a leg — это идиома, то есть значение этой фразы обуславливается не буквально тем, что значит слова в ней. Дословно break a leg означает сломай ногу, но вообще в Америке ее используют вместо удачи или ни пуха ни пера. Очень странно, но так говорят. Когда Макунга говорит Алексу good luck, то есть удачи, Алекс его исправляет, говоря, что в Нью-Йорке говорят break a leg. И дело в том, что только Алексу это понятно, в то время как его родителям и Макунге нет. Для них Алекс просто грубо ответил Макунге, а также подтвердил отцу с матерью, что он якобы является настоящим львом, ведь в его краях все очень жестокие, раз желают всем сломать ногу. Интересно, что и дальше эта шутка фигурирует вновь, но в этот раз уже с Мелманом. Жираф поставил этакий гипс на ногу маленькому жирафику и пожелал ему сломать ногу, а у него она ведь и так сломана. Спасибо, доктор Ломай Манкевич. на здоровье. Thank you, Dr. Make-A-Wish. Break a leg. Опять же, на русском этого нет и быть не может. Чуть позже нам показывают сцену с пингвинами. Шкипер разговаривает с прапором, во время чего второй роняет инструмент и говорит: Дурак ты, Дарвин! Только посмотрев эту сцену в оригинале, я начал понимать ее суть. Прапор тут обращается к Чарльзу Дарвину за то, что тот, мол, виной, что у него нет пальцев, из-за чего он и уронил инструмент. Да и вообще без пальцев работать сложно. Ну и сами пингвины на протяжении всего мульта то и дело говорили, что им нужны помощники с пальцами. Забавно, но мне всегда казалось, что прапор тут обращается к обезьяне Мейсону, которая пропала куда-то. Из этой фразы в русской версии я начал считать, что Мейсона зовут Дарвин, а все из-за слегка измененного перевода. Когда же все-таки шимпанзе возвращаются, Шкипер делит их на группы. Группа Чак Норрис будет на подхвате. Group George Peppard, you'll handle craft services. Примечательно здесь то, что название третьей группы разнится в двух версиях мультфильма. На английском Шкипер называет ее Джордж Пеппард, тогда как на русском Чак Норрис. Сделано это лишь от того, что Чак Норрис в России куда известнее его коллеги Джорджа Пеппарда. Это и называется локализацией. Позже, когда у главных героев дела идут не очень, они встречаются в салоне разрушенного самолета. Происходит следующий диалог. Это, скажу я, совсем не опупенно. Да, это опупеть как не опупенно. That is definitely not crack-a-lackin'. It is lacking in the crackin', my friend. На английском зебра, которая выглядит как Марти, использует словечко crack-a-lacking. Само по себе оно означает что-то очень классное. На русский это перевели как опупенно, что имеет место быть. Алекс в оригинале на это отвечает: It is lacking in the cracking. Тут целая игра слов. Алекс берет две части составного слова, которое использовала зебра, и говорит нечто интересное. Lacking означает недостаток чего-либо. Здесь она используется как глагол. Cracking, как пишется в словаре Merriam-Webster, это что-то внушительное, эффективное, отличное или просто классное. И получается, что Алекс таким интересным образом говорит: здесь недостает cracking, то есть чего-то хорошего. Мне сложно это перевести даже несколькими предложениями, но вот такая вещь в силу перевода была упущена. И конечно, напоследок мы затронем сам дубляж. Хоть мне и показалось, что американские голоса стали звучать несколько лучше, чем в первой части, все равно русский дубляж на голову выше. Я не буду приводить тонны примеров, как я делал это видео про первую часть. Мне запомнился вот этот момент с Алексом. Негодование и используя это на сцене. Теперь это будет одним из блюд моего меню актерских эмоций. You're holding on to, and I'm going to use it on stage. It's all part of my little actor's salad bar of emotional tidbits. И выразительность и лексикон русского Марти. С языка сняло. See that? Эй, други, мы вместе, а значит, все будет чики-пики. Hey guys, as long as we're together, we'll be okay. Я здесь. А ты не врубился, да? I'm right here.
but you can't tell that, right? Марти — это вообще лучшая составляющая этой франшизы, и на английском он смотрится выразительным, и уж тем более на русском. Сам мультфильм «Мадагаскар 2» не назвать выдающимся. Многие бы его без проблем назвали посредственным, но в детстве лично для меня он значил многое, так что каждая фраза этого мультфильма очень прочно въелась в мою голову, поэтому я и решил рассмотреть эту составляющую картины. В комментариях под этим роликом можете писать другие, по вашему мнению, легендарные озвучки. Я прочитаю ваши комментарии и, возможно, что-то выберу из предложенных вами мультфильмов. Всем большое спасибо за просмотр и еще увидимся.